Всем привет! Я в Бутаковском ущелье. Нарисовал себе Google Earth трек на Константинову гору со стороны Бутаковского ущелья. Здесь высота около 1450 метров. Значит, надо набрать где-то метров 600 высоты и пройти около 3 километров. Ну что, в путь. Начал свой поход в Бутаковском ущелье, затем по очень крутому заснеженному склону на снегоступах поднялся на гору 1740 метров, затем по гребню поднялся последовательно Константинову гору, затем Шибенсай и спустился в ущелье Шибенсай. Закончил свой поход в поселке Бутаковка. Вот я поднялся здесь по крутому подъему. И здесь, в соответствии с треком, пойду налево чуть-чуть. Здесь грунтовка в саду. Надо подняться вот на этот бугор, чтобы выйти на гребень. Поднимаюсь на крутой склон в снегоступах. Попробую елочкой. Ага. На лыжах. Поднимаясь по очень крутому подъему. Снег достаточно глубокий. Палка как уходит вот на такую глубину. Вот она. Палка. Да, близко. Выше середины бедра снег. Поставил подпятники. Ну, проваливаюсь. Но не сильно. Вот. Сантиметров 20, наверное, есть. Нормально. Сейчас тяжелый подъем сделаю. Выйду на гребень. Там, думаю, будет полегче. Почти поднялся на этот холм. Очень-очень крутой подъем. Не знаю, тут летом идет тропа или нет. Ну, нарисовал себе трек. Кстати, летом проверю. Впереди даже вот проталина. Я думаю, по гребню, может, пойду и без снегоступов. То есть это уже близко к выходу. А там впереди еще будет горка 1734 метра. На нее надо будет забраться, потом спуститься и дальше траверсировать гребень. Оттуда поднимался на снегоступах. Очень-очень круто. Ну реально, поднялся же. Но тяжело. Бутаковское ущелье. Бутаковка видно. Здесь вообще пологий участок. Ровный. Мокрый снег мелкий. И впереди начнется очень тяжелый подъем на гору 1700 чем-то метров. Снял снегоступы, так как здесь в них нету уже смысла. Здесь идет подъем на гору 1700 метров. Там, где виднеется вышка ЛЭП. Есть западный склон с западной проекции солнечной, поэтому здесь снег не держится толком. Недолго я шел без снегоступов. Опять снег пошел сплошной. Идешь, проваливаешься. Не глубоко, посередину голени, но неприятно. Одену сейчас. Завершающая часть подъема на эту высоту 1700 метров. Снегоступов. Ну, гораздо удобнее. Здесь наст. Не проваливаешься практически совсем. Вот как высоко поднялся. И здесь пересекаю тропу. Я так понимаю, это дорога, которая идет по садам. Она вот так вот петляет. Я мог бы по ней, конечно, подниматься, но выбрал вот такой путь. Но по ней я бы мог бы просто, наверное, в кошках идти и все. Ну, ладно уже.
Сейчас подумал, а что я буду на нее лезть? Так и пойду траверсом вот по этой дороге, там где вышка ЛЭП, высота 1700 метров. И мой путь дальше по гребню до Константиновой горы. Вот она показалась вдали. Поднялся на горку 1730-1740 метров. Прошел всего 1,5 километра. Ну, так тяжело. Это не лето. Сейчас здесь сделаю привал. Внизу бывший пионерлагерь «Октябренок». Кто-то нехило себе отхапал лакомый кусочек. Бассейн виден там. Красивый особняк. Корт, который, возможно, сейчас превратили в каток. В общем, вот она, социальная несправедливость. Еще ниже бывший пионерлагерь «Юный мечтатель». Тоже кто-то прихватизировал. Позади осталась высота 1730 метров. Здесь уже снегоступы ни к чему. Иду, можно сказать, по южному склону, по грязи, по мокрому снегу. Впереди это еще не Константинова гора. Это еще такая промежуточная высотка. Снегоступы снял давно. Иду в ботинках по грязюке, чередующейся с мокрым снегом. То есть в снегоступах тут не пойдешь. Их придется каждый раз снимать. Здесь, по идее, вроде они и нужны. Идешь, проваливаешься. Но кругом проталины эти. А в снегоступах по проталинах, оказывается, совсем не надо ходить. Забиваются грязью. Становятся очень тяжелыми. Поэтому снял. Иду так. Такое у нас начало февраля в Алматы. Ну, наконец-то, вот она, Константинова гора, где те осинки растут. Вон она. Здесь уже сплошной снег. Сейчас одену снегоступы и на них пройду оставшийся кусочек. Иду в снегоступах. Снег глубокий. Очень удобно. У меня такой комбинированный поход. Часть в снегоступах, часть просто в ботинках. Впереди тоже целина. Тропа угадывается, засыпанная. Впереди Константинова гора. Позади виднеется мой снегоступный след. Хорошо в них идти. Сейчас бы здесь бы уходил по эти самые. Сама Константинова гора. Потом там, где рябина растет. Шубенцай. И там буду спускаться через ту горку. И вниз, 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 вниз. Посмотрим, какая там снежная обстановка. Ой. Это уже по-настоящему последние метры до вершины горы. Глубокий. Подъем крутой. Зато никого нету, я один. Рай для интроверта. Вот где эти осинки, тут и вершина. Вот она. Идет выполаживание. И
Это и есть сама вершина Константин горы. Я поднялся. Здесь хорошие сугробы. Поднялся на вершину Константиновой горы. Прошел всего 3,22 километра. Шел аж 4 часа 15 минут. Ну, тяжело. Ну, поднялся. Никого нету. Ну и по пути, естественно, никого не было. Сейчас пообедаю. Я в обратный путь пойду в круговую. Через гору Шибэнсай. Она видна невдалеке. Погода такая смурная. Оттуда я пришел. Частично на снегоступах, частично по грязи, по мокрому снегу, по полосам грязи и мокрого снега. Сейчас буду обедать. Это мой скромный обед. Бутерброды с сыром, селедкой и ремшик. Конечно же, чай. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Хорошо виден Бескайнар. Там же Табаган. Отсюда можно туда спуститься. Есть путь. Поел и начал спуск в сторону Шибэнсая в снегоступах. Эта горка видна в метрах 300, наверное. Глубина снега подо мной. Палка полностью уходит. Впереди сплошная целина, глубокий снег, а я спокойно иду в снегоступах. Подошел к Шибэнсай. Здесь растет. Я не знаю, что за дерево. Нет, это не рябина, по-моему. Кто знает, подскажите. Сейчас последует крутой спуск. Посмотрим, как я спущусь. Мои следы здоровенные. Там, где растут эти высокие осинки, там Константинова гора. Там я обедал. Красивое дерево Шибэнсая. Нравится. Спускаясь с Шибэнсая, вдали внизу видна гора 1700. Считаю, очень большой недостаток. По мокрому снегу проходишь буквально, я не знаю, метров 10, наверное. И вон там такие шары образуются. Офигеть. Ну, не знаю, чем вызвано
То, что сделали такую конструкцию кошек передних, на задние ничего не налипает. Сделали бы тоже из нержавейки и под прямым углом к поверхности. Они сделали из алюминия и под углами, и там такие шары прессованные образуются. Ну, очень неудобно. Вот иду, спустился. Снег тоже мокрый, но здесь почему-то не налипают эти снежные бабы. Не знаю, с чем связано. Может, с тем, что там был крутой спуск. Спустился с Шибенсая. Очень крутой спуск. И весь покрытый глубоким снегом. Причем снег мокрый. Здесь снег будет накапливаться, наверное, до конца марта, так как это склон северной проекции. Так что без снегоступов здесь очень трудно будет пройти. О, появились человеческие следы. Кто-то, видимо, хотел на Шибенсай подняться. Но здесь еще и не очень крутой снег. Где-то по колено. Но здесь развернулись и назад пошли. Покупайте снегоступы. Шибенсай. Константинова гора. Солнышко уже к западу клонится. Спустился в рощу. Здесь уже встречаются следы людей. Впервые встретил. И даже где-то справа слышу голоса. Роща красивая очень. Очень красивая. Особенно весной, осенью. Уже следы как минимум 2 человек. Здесь уже совсем легко идти. Легко и приятно. Тепло. Иду только в термухе и флиске. Почти всю дорогу так шел. Осталось немного бутербродов с сыром. Чай. Перекушу. Прошел всего 5 с лишним км, но как будто все, не знаю, 15. Хорошенько так устал. Понравилось очень. Никого. Один. Сам торишь тропу. Здорово. Виден хребет, по которому я поднимался. Вот он. О, елик кричит. Шибенсай и Константинова гора. Здесь уже появился след бурана. Кто-то катался, ну недалеко, только вот на пригорочек залез. Спустились. Это ущелье Шибенсай. Шибен — муха, сай — ущелье, долина. Не знаю, с чем это так связано. Много мух здесь, что ли, было или есть. Но везде их хватает. Не знаю, почему так назвали. Шибенсай. Иду по Бутаковке. Солнце садится. Тоже здесь застройка хаотичная. Подрезают склоны гор. И прям под этой срезанной горой строят. Чем это может закончиться, они, наверное, не представляют. Завершаю свой подковообразный маршрут. Прошел всего 8,5 километров. И выхожу в поселке Бутаковка. Или как он сейчас называется, Мустау. Не знаю, зачем такое название дали. Если ледовых гор никаких нет.
Как-то надо ассоциировать с чем-то. Да ладно. Ну, очень долго ходил. Средняя скорость у меня 1,1 км в час получилась. Ну, поход очень понравился. На снегоступах это тема ходить. Сейчас дождусь 29-го аэроавтобуса и поеду в город. Всем пока. До новых встреч в горах на снегоступах.